воскресенье хотел отдохнуть. Утром занимался этим компьютерными делами. Потом решил, думаю, возьму, отдохну немножко. И после обеда поеду. Ну, как бы прокатаюсь еще в воскресенье. Знаете, сейчас смотрите, дождь закончился, такая хорошая погода. Ну, думаю, прокатаюсь в воскресенье, посмотрю, как будет воскресенье. И решил даже пораньше, не столько отдохнул, решил пораньше выехать. Почему? Соседи вообще в соседней квартире как-то часто меняются, и все время какие-то шумные. То один парень был, он все время в танчики играл и орал, там, убил, там, блин, ну, в общем, это в танчики играл. Теперь завелись какие-то хорошо, днем они вроде как на работе, ну, такие в обычные дни. Но дело в том, что когда они на работе, то здесь шумит у нас ремонт. Вот видите, сзади за мной там ремонтируют улицу, трактора там копают всякую штуку. Ну, в общем, шум. А в воскресенье они дома, и они врубают офигенную эту, как их пень, они врубают музыку. Блин, я уже задолбался. Сначала музыка, это какая-то народная, там с ихней провинции, с ихнего пригорода, там эта музыка. Она орет. Потом, думаю, поотдохну хотя бы часик перед выездом. Тут они начали молотком в стенку стучать, какие-то прибивать штуки. Блин, вот постоянно. И главное, орет на весь квартал, только ихняя музыка. Ну, вроде днем не будешь говорить, что, ну, мешаете там спать или еще что-нибудь, потому что, ну, днем же ж. Но, с другой стороны, фиг отдохнешь. Бывают такие соседи, да, у вас, наверное, тоже такие соседи. Я поеду, посмотрю, что получится в воскресенье. Хотя, с другой стороны, я уже, ну, как бы этот самый, знаю, что получается такое дело, как вам сказать, что бывает, ну, в общем, невыгодно этот Uber'ом заниматься, если ты хочешь заниматься именно постоянку. Если ты хочешь прямо вот сидеть и только этим заниматься, то невыгодно нифига. Так что я сегодня делал компьютерные дела с утра, все, а потом можно покататься. То есть как подработка, да, но если ставить на это ставку, что это будет твоя основная работа, не знаю, как в других странах, у нас, я лично для себя вижу, что нет. Это, конечно, за основную работу никак нельзя воспринимать. Только переехал мост, 5 минут как выехал за Капиталь Федераль, это тоже район Висенте Лопес. Тут Карифур, куда мы ездим и все такое. Но я хотел показать другое. Обратите внимание, насколько большая разница. Смотрите, как в селе. И это от Капиталь Федераля, ну, даже 5 минут, наверное, не скажешь, чтобы было. То есть вот вообще разница большущая. Видите, вот такие домики красивые, птички поют. Живешь? Да? То есть если купил вот такой где-то домик, прикидаете, да? Какая красота. И вот всякие там Карифур, еще что-нибудь, ну такое, вот видите, вот уже дома, вот уже здоровые дома, то есть вот уже Капиталь Федераль, тут переехал через железную дорогу, получается где-то, вот железная дорога, и 100 метров, и ты уже около большущего огромного Карифура, в котором мы покупаемся. То есть как вот в Аргентине все меняется, да? То есть вот кто хочет такое спокойное место для жизни, вот, пожалуйста. Висенте Лопес пригород называется. 100 метров от Капиталь Федераля. А совсем другая жизнь. Приехал на набережную, сейчас, кстати, посмотрим немножко. Приехал на набережную 3:30, да, ну и темно из-за того, что сейчас этот самый, ну немножко, видите, затучило. Но факт не в том. Факт в том, что здесь негде остановиться. Негде остановиться из-за простых вещей. И из-за того, что рестораны начинают работать, и уже все настолько занято, что просто опупеть. Я, кстати, встретил один ресторан, который был у нас в Нунисе, в захолустье. Я проезжал ночью, я удивился, да. Вот смотрите, как хлеб выкидывают, чтобы птицы это самое похавали. Я удивился в том вопросе, что никогда не видел, чтобы там стоял человек 40, наверное, в стороне и ждало на вход. То есть весь ресторан был забит, и еще человек 40 просто ждало до того, чтобы зайти. Прикидывайте, то есть вечером по ресторанам не шастал и не знал, что такое может быть, что столько прямо в таких, не то что центр или что. А здесь на набережной куча всяких рыбаков. Я заодно тут посмотрю. Воскресенье сегодня, на всякий случай, да, если я забыл сказать. Ну, посмотрите. Много воды, было
ночью этот, много рыбаков. Узнаем, кстати, клюет, не клюет что-нибудь. Вот, посмотрим. Ну, картинка классная. Hola, ¿hay pique hoy o no? Recién tiré. Ah, recién tiraste. Только что забросил, так что не знает пока, есть или нет. Ладно, интересная история. Рыбаков много. Я не люблю субботу, воскресенье здесь рыбачить на набережной, потому что столько рыбаков, что негде стать. Ну, у нас сегодня не рыбалка, а поездка по Буэнос-Айресу. Посмотрим. Хотя, кто хочет отдохнуть на набережной, смотрите, такие киоски Парижа, бачите, есть, где можно купить что-нибудь покушать. Какой-то сэндвич интересный. Заехал я шаурмы покушать. Слушайте, обеденный перерыв. Что-то я катался, теперь решил... Так, тут один человек прячется, наверное, от ФСБ, блин, а второй не прячется. Так, смотрите, какая у нас сейчас будет вкусная шаурма. Вы знаете, там в некоторые видео есть большой, с адресом, совсем, так что... И говорят, появилась новая шаурма, да? Не только куриная. В доме. И говядина есть. Ну, говядина... Нет, ну говядина тоже уже шаурма появилась. Раньше Да, вроде да, было да. только куриное. Вот я сейчас попросил говяжью, сегодня попробую говядину. Да. Так что, ребята, заезжаем. Если устали, хотите отдохнуть, сразу сюда. Так, народ, я вам покажу наш райончик, как выглядит около ривера, кто хочет жить. Когда тут концерты или еще что-нибудь. Вчера был один артист, сегодня другой артист выступает. Я только что сюда подъехал, это в нашем районе. Во-первых, аж в квартире слышно, как они орут. А во-вторых, посмотрите, здесь не найдешь ни места, куда поставить машину, все перекрыто. Это еще за 10 кварталов от ривера, от стадиона. И вот уже вот такое все, видите? Вот, все идут на концерт. Я сейчас тоже каких-то парочку из Венесуэлы подвез на этот концерт. Они мне говорили, кто, но я не запомнил. Но видите, вот девочки уже переодеваются в что-то такое, все бегут на этот концерт. Вот такая движуха. В эту сторону вообще не проехать. Видите, молодежь куда-то мчится. Вот. Движуха на ривере. И это еще только съезжается. Что тут будет, какие крики, салюты и все, когда он начнется, это будет пипец, народ. Так что смотрим. Вот такое воскресенье. Суббота вчера тоже было такое же. То есть я орали, кричали, музыка горланила. Смотрите, сколько народу валит. И это не одна улица, тут таких улиц штук 8, наверное. Ну вот в сторону как бы это. Девочки переодеваются, наверное, в майки артиста. Если, может, увидите на майке, кто это, потому что я вижу, многие похожие майки имеют. Вот. А ну, что тут, если разобрать, кто? Хотите, могу спросить, но зачем оно нам? Так, вот они. Что за группа? Так, салютики вам показывают. На спине читайте. Вон, смотрите, майки все одевают такие. Значит, группа так и называется. Что-то Айр там какой-то. Пойду ближе посмотрю. На майку будем знать. Айрбах какой-то. Видите? Para remero nada más. Sí, más o menos, sí. Gracias. No, de nada. Так, 25 тысяч. Маечка. Видели какой, вот кто там